Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем читать рассказ. Помните, как называется он? Аришка-трусишка. Аришка-трусишка, правильно. На чем мы с вами остановились? То, что как Аришка-трусишка нашла кучу ягод. Вернулась из леса, правильно. И где же это ты столько много ягод набрала, спрашивает ее мама. А там, подальше, за ручьем, в большом малиннике. Ишь, расхрабрилась, куда забрела? Говорила ведь я тебе, далеко в лес не ходи. Как там тебя звери не съели? Какие там звери? Смеется Аришка. Один медвежонок всего и был. Тут уж Федоре пришел черед пугаться. Как медвежонок? Какой такой медвежонок? Да смешной такой, хорошенький, мохнатый весь, носик черненький, а глазки зеленые-зеленые. Батюшки святые, и ты не испугалась? И не подумала. Я ему: здравствуй, Мишек. А он, бедненький, напугался, да на дерево от меня. Я ему кричу: слазь, Мишенька, слазь, дай только погляжу. А он выше да выше, так и не слез ко мне. Поди сейчас на том дереве сидит с перепуга-то. А у Федоры так сердце и оборвалось. А в кустах, доченька, никого там не приметила? Был кто-то, ходил, сучьями потрескивал, да все ворчал толстым голосом. Тоже, верно, малину собирал. Уж я звала, дяденька, пособи медвежонка поймать. Да не вышел он ко мне. Дитя неразумное, всплеснула руками Федора. Ведь это не иначе, как сама медведиха кругом ходила, своего медвежонка берегла. Да как только тебя насмерть не разорвала. А колхозники, как такое слыхали, сейчас подхватили кто топор, кто вилы, да в лес. В малиннике за ручьем на самом деле нашли медведицу. Только она им не далась, ушла от них с другим своим медвежонком. А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники изловили и Аришке в подарок на ремешке привезли. Случилось это все в прошлом году. Теперь медвежонок с большого медведя вырос, а от Аришки ни на шаг. Как бы вала Аришка от матери. Сама Аришка, та все еще маленькая, только еще в 1 класс пошла, и над партой ее чуть видно. Мишутка своего нисколько не боится, хоть он вон какое страшилище вырос. Лошади от него шарахаются, а трактор на дыбы становится. Нынче уж Федорину дочерку никто Аришкой-трусишкой не зовет, а все Аришей с Мишей величают. Она старательная такая стала, всем девочкам пример, матери помощница, и за водой напрут, и в погреб, и на чердак ходит. Вот и пойми ее, чего она раньше мышей-то боялась. Понравился рассказ? Да. Ребята, до свидания!